Приветствую! Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Сегодня вечером в заседании США, и давайте посмотрим, с каким настроением к этому подходит биткоин и вся криптовалюта, и посмотрим, как изменялась цена за прошедший год после каждого такого заседания. По прогнозу планируется увеличение процентной ставки на 0,25%. В прошлый раз увеличение было точно таким же. И еще раз напомню, после 10 вечера по Москве ожидается волатильность не только на крипторынке, но и на других активах. На данном графике отмечены даты, когда были подобные же события, заседания ФРС. И как мы видим, цена реагировала не всегда одинаково. В январе прошлого года после этого сразу же цена пошла наверх. В марте мы напротив немного снизились. В апреле снова немного наверх. В июне снижение. В июле после заседания небольшой рост, потом снижение, и в целом долгосрочно увидели рост. В сентябре также рост, но в ноябре и в декабре на двух последних заседаниях в скором времени ожидало падение. Перед этим был небольшой рост. Как будет сейчас, предугадать невозможно, потому что сами видите, что цена после этого ходит по-разному, но видно, что это очень важное событие, и в течение нескольких дней после него тенденция движения может кардинально поменяться. Стоит отметить, что перед этим популярность биткоина в Гугле возросла, Google тренды показывают хороший рост, вышли из бокового движения по данному показателю и показывают уверенный рост. Что же касается настроения, то здесь опять подтверждается тот факт, что трудно напугать сейчас трейдеров. Находились в экстремальном страхе, но стоило цене немного отскочить, так сразу же мы чуть ли не в 2 раза увеличили показатель. По-прежнему находимся в экстремальном страхе, сегодня цифра 23, но по сравнению со вчерашней цифрой 12, увеличение практически в 2 раза. Немного отойду от основной темы ролика, чтобы поделиться с вами одной находкой. Недавно я обнаружил брокера, который предоставляет независимые сигналы от Trading Central. Это аналитики с более чем 20-летним опытом. Сигналы даются как по крипте, так и по другим активам. Для тех, кто увлекается трейдингом, это безусловно будет полезно. Помимо этого, здесь есть и умный агрегатор новостей MarketBuzz. Можно выбрать только крипто-раздел. Умный агрегатор новостей при помощи искусственного интеллекта сортирует новостные потоки и предоставляет вам самые актуальные информационные сводки. Все, кто пройдет регистрацию на сайте EvaTrade по моей ссылке в описании, смогут получить бесплатный доступ к сигналам и платформе MarketBuzz сроком аж на 14 дней. В основной своей массе рынок зеленый, монета Waves хорошо подрастает. И что бы хотелось отметить, на первое место по объему торгов за 24 часа вышла монета USDC, даже обогнав Tether. Очень большие объемы в преддверии заседания ФРС на стейблкоинах. Давайте, кстати, посмотрим монету Waves, раз она у нас так хорошо растет сегодня. В прошлый раз мы ее смотрели в сентябре, отмечали расчетную зону. Туда же мы и пришли, после чего развернулись и полетели на дно. Прогноз у нас отработал, можно это все сносить. Давайте посмотрим, что у нас происходит по данной монете сейчас. На дневках видим хороший объем, дивергенцию на индикаторе, также дивер на объемах. Это говорит о том, что вполне может состояться разворот. Однако же здесь есть вот такой уровень сопротивления, который мы тестируем снизу вверх. И я бы пока в Waves не заходил до того, как мы находимся под этим уровнем. И если же удастся выбиться наверх и закрепиться над уровнем, там уже можно будет рассматривать лонги. Пока что это выглядит просто как пробитие уровня поддержки и тест его снизу. На 4 часах также видим, что продолжается нисходящее движение, здесь тренд не сломлен. Хай понижаются, лай понижаются, но попытка разворота достаточно интересная. Надеюсь, данной монете удастся пробить уровень сопротивления. До тех пор, пока этого не случилось, я бы эту монету не рассматривал в лонги. Смотрим дальше. Биткоин за 24 часа показывает рост шортовых позиций почти на плюс 13%. Лонги подрастают почти на 2%. Все-таки многие не верят в рост, который сейчас наблюдается по биткоину, и шорты набираются более охотно. За сутки ликвидаций почти на 50 тысяч, 49 326 трейдеров ликвидировано. И что примечательно, второй день подряд страдают шортисты. 63% из всех трейдеров – это именно они. У них забрали 95 миллионов, а всего 150 миллионов долларов потеряли трейдеры за один день. Grayscale за 24 часа ничего не приобретали, только одни продажи. Ну и топовый кошелек под номером 3, за которым мы постоянно следим, снова приобрел большое количество монет, плюс 605 биткоинов. Он сегодня приобрел, в последний раз такое было 7 января. Тогда он приобрел немного больше, 760 биткоинов. Продолжает накапливать и откупать падения. Для тех, кто торгует паттерны, есть
есть вот такая интересная штука. Перевернутая голова и плечи. Это лонговый паттерн. После пробития так называемой линии шеи ожидается рост вплоть до 42 тысяч. Я подобные паттерны не торгую, но они часто бросаются в глаза и многие на них обращают внимание. Поэтому имейте в виду, после пробития линии шеи могут начаться хорошие покупки. За скорый разворот также говорит и вот такой индикатор под названием активная адреса, индикатор сентимента. Мы находимся по данному индикатору внизу, что означает локальное дно. Если посмотреть на историю, за последние 2 года, всякий раз, когда мы туда приходили, это было неплохое место для того, чтобы купить, потому что в скором времени наблюдался рост. И в 2019 году небольшой рост вот виден, показатель внизу, увидели рост. В 2020 году такая же история на проливе. Ушли в данную зону, после чего начался хороший рост. И даже по ходу этого роста индикатор уходил ниже вот этой голубой линии, что означало такое локальное снижение и локальное дно, которое можно было откупать. Летом также индикатор находился примерно на этих же значениях. Сидел я и смотрел на бычьи циклы 13, 17 и 21 года и думал, почему же у нас в этот раз нет такого параболического роста, как в прошлые разы. И пока смотрел, заметил вот такую интересную штуку. Давайте оставим только 13 и 21 года. Например, на пике 13 года по времени это совпало с обвалом в коррекцию лета 2021 года. Затем в 2013 году, в тот день, когда произошел резкий пролив вниз, у нас практически в этот же день произошел разворот, и мы пошли наверх. Затем, когда то падение в 2013 году остановилось и было локальное дно, у нас это был сентябрь, и мы также развернулись после коррекции сентября, в это же самое время. Затем, когда в 2013 году рост завершился и тренд пошел вниз, у нас также рост завершился и тренд пошел вниз. Какое-то очень странное совпадение по пиковым точкам. Если продолжить данную тенденцию, то вот пиковая точка хотя бы на коррекцию в 2013 году и переносить это на нашу ситуацию, то видно, что резкое движение явно произойдет не в ближайшие дни. Дата здесь не отображается, поэтому буду смотреть по факту, когда придет график именно сюда. А если подключить 17 год, если здесь какие-то тенденции, 13 год отключаем и видим, что майская коррекция примерно началась в то время, когда началась коррекция в цикле 17 года. Потом коррекция закончилась летом 21 года, примерно в то же время, когда закончилась коррекция 2017 года. И пик цикла 2017 года также очень близок к пику, который мы сейчас имеем в нашем цикле. И с учетом этого, что у нас также совпадают какие-то пиковые значения, есть оптимистичный вариант. В ближайшее время по датам совпадает разворот на отскок 2017 года. И мы совсем вблизи этой даты. Посмотрим, что произойдет, будем следить. Достаточно интересное такое совпадение по циклам рынка. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а мы давайте посмотрим графики, которые формируются у нас онлайн, так сказать, прямо сейчас. Резерв биткоинов на биржах продолжает снижаться. Небольшие отскоки, но в целом тренд идет нисходящий. Биткоин продолжает выводить больше, чем заводить. Хэшрейт также идет наверх. Все здесь нормально, тенденция восходящая. Активности особой у майнеров нет, не продают. При этом видим, что на падениях их резерв только увеличивается. На предыдущем падении резко увеличился резерв. На последнем нашем падении продолжили флэт. Особых продаж нет. А вот этот график показывает ликвидацию лонговых позиций. И мы видим, что если сравнивать летние ликвидации, когда у нас были просто такие ужасные выносы, после этого как будто бы отбили желание лонговать на самом деле. Даже при резких проливах относительно большие ликвидации не идут ни в какое сравнение с ликвидациями, которые были летом. И у нас они все меньше, меньше и меньше. Я думаю, это то, чего хотят как раз таки добиться, чтобы желание лонговать было все меньше, и тем самым сейчас тестируют рынок и трейдеров на то, сколько еще осталось лонгистов, сколько еще можно из них выжить. В идеале, конечно, нужно выбить вот эти стопы, которые за 30-кой находятся, но не факт, что туда доведут. А что касается шортовых ликвидаций, также летом после разворота был шикарный вынос. И вот здесь, кстати, большой вынос шортовых позиций на падение цены. Это просто удивительно. То есть вот это падение кто-то активно шортил, но при этом цену болтало туда-сюда. И такое экстремальное значение по ликвидациям шортов. Сейчас также видим, что при малейших отскоках шорты охотно идут в ликвидацию. Я думаю, в скором времени рынок развернется хотя бы
для того, чтобы протестировать, сколько можно выжить денег у артистов. Они сейчас как будто бы в приоритете, и на них легче зарабатывать. Процент профита продолжает снижаться, на данный момент он составляет около 64%, ниже, чем летом. Это значит, что еще больше людей, чем летом, сейчас засажено в минусы. Если так смотреть на историю, то примерно с этих значений, примерно с 60-70 часто за последние 2 года случались развороты. То есть практически половину, чуть меньше, высаживали из рынка, загоняли их в минус, в марте додавили аж до 45, и потом разворот, и дальше цену гонит наверх, засаживая снова на хаях новых трейдеров. Но сейчас процент такой неплохой для того, чтобы все-таки развернуться и пойти наверх. К тому же вот этот график нереализованных профитов и потерь показывает, что мы уже находимся вблизи зоны, которая называется страх. Многие уже сейчас на грани, чтобы испытывать именно это чувство. Еще немного додавить, и страх будет еще более явным. Если же смотреть, кто как фиксируется, то видно, что на данном снижении у нас идет фиксация в минус, больше, чем в плюс. Кто-то, конечно же, пытается и в плюс закрыться, но все-таки преобладают закрытия в минус. Не такие большие, как были летом, но их больше, чем плюсовых. Ну и давайте посмотрим еще интересные новости. YouTube рассматривает возможность для интеграции NFT. YouTube направила письма создателям контента. В нем гендиректор намекнула на новые функции, связанные с NFT. В перспективе они помогут блогерам открыть новые источники заработка. Пресс-служба пока это не комментирует, не уточняет, как будет именно работать NFT. Возможно, это будут какие-то фанатские токены у каждого канала, кто захочет войти в эту сферу. Чем это будет отличаться от какого-то доната, не совсем понятно, но возможно к этому будет привязана какая-то стоимость и популярность канала. Напишите в комментах, что об этом думаете, как это можно здесь реализовать. Пока официальной информации по этому поводу нет, есть только предположения. Кто-то говорит, что вот можно будет собирать коллекционные NFT, для проведения рекламных интеграций можно будет использовать. Ну да ладно, как внедрят, узнаем, но все-таки неплохо, что такая компания, как Google, YouTube, не стоят на месте, и на слухах о том, что Instagram собирается внедрить NFT, то же самое направление рассматривают и для внедрения на YouTube. Ни один ролик не обходится без новостей о запрете и легализации криптовалют в России, и вот снова новые подробности. Минфин выступил против запрета криптовалют в России. Они направили в правительство собственную концепцию регулирования криптовалютного рынка и прокомментировали, что запрещать их не нужно. Нужно регулировать, а не запрещать. Это не только позволит достичь прозрачности криптовалютного рынка, но и поможет обеспечить защиту интересов россиян. Глава департамента дал понять, что четкого мнения о будущем криптоиндустрии в России пока нет, но это и так ясно, потому что они разные вещи постоянно в разных интервью говорят. Криптовалюты можно легализовать в рамках закона об экспериментальных правовых режимах. Это предложил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, и делать это нужно для того, чтобы протестировать, как работают элементы инфраструктуры под жестким контролем. Все-таки настаивает он не на просто какой-то контроль и наблюдение, а жесткий контроль. И если мы поймем в ходе тестирования, что эта работа не оправдана, то все можно прикрыть. По его прогнозам, в ближайшие полгода все это можно сделать, все законы издать. Но вот Госдума другого мнения, и при поддержке правительства Госдума России утвердит законодательное регулирование криптовалютного рынка до конца 2023 года, даже не 2022. Что говорит, что они вообще не знают, как подступиться, из чего начать и что делать вообще с криптой. Правовое поле вокруг криптовалют появилось с принятием закона о цифровых финансовых активах. И дальнейшим важным шагом для развития рынка станет принятие законопроекта об изменениях в налоговый кодекс. Для них в приоритете сейчас сначала запретить это как оплату, что они уже сделали. Второй шаг – собирать с этого налоги. Это следующий закон, который они планируют. По налогам он ожидает, что уже весной будут какие-то реальные движения. И в блоке новостей напоследок это такая интересная коллаборация Илона Маска и Макдональдса. Он первым у себя написал: «Я съем Happy Meal на телевидении, если Макдональдс примет в оплату Dogecoin». На что Макдональдс дал ответ: только если Tesla примет Гримаса Coin. Такой, по-моему, вообще не существует. Видимо, они шутят на то, что Tesla принимают к оплате всякую ерунду, и чего сами они якобы не будут делать. Но давайте проверим на CoinMarketCap, есть ли такая монета. Grimace Coin, естественно, такого нет. Они прикольнулись и предложили ему принять в оплату несуществующие деньги. В диалог вступил Шибитоши Накамото и опубликовал вот такой хэштег MCD, что значит такой симбиоз Макдональдса и Макдоги, что, конечно же, Илону Маску понравилось, и он написал nice. Но приколы Шибитоши Накамото на этом не закончились, он опубликовал
фотографию Эйнштейна, и как будто бы он при жизни говорил: «Макдональдс должен принять Dogecoin». Цитата Альберта Эйнштейна по версии Шибитоши Накамото. Илон Маск снова прокомментировал и написал, что как будто он мог видеть будущее. Но как бы ни старались, Dogecoin особо роста сильного не показал. По крайней мере на то время, когда были опубликованы твиты. Рост был примерно, чуть больше 10%. Сейчас также монета немного растет, но это уже не на этих новостях. Давайте посмотрим, что вообще происходит на Dogecoin. Пытались отскакивать, снова прибивало вниз, и сейчас мы пришли к такому уровню поддержки, и так как торгуемся снизу, это уже становится уровнем сопротивления. Однако же стоит отметить, что имеем здесь дивергенцию в лонг, попытка роста, небольшой, но рост объемов. Что касается структуры, на данный момент вполне возможно находимся в рамках четвертой волны. И не просто в рамках четвертой волны, а в завершающей стадии. Волна А, волна Б, и сейчас мы находимся в волне С, которая очень сильно напоминает клин. 1, 2, 3, 4, 5. Если мы не будем обновлять вот этот лой, то на данный момент есть большая вероятность, что с текущих уровней может сформироваться разворот. Нужно будет понаблюдать за этой монетой, потому что пока непонятно, завершилась ли вот эта пятая волна. Она может немного растянуться, при этом расширив клин, но не сломав структуру. Пока ставим вот так. И по завершении вполне может это стать разворотом и началом хорошего роста, как минимум к пику волны 3. Давайте посмотрим еще и биткоин. Здесь у нас рост небольшой на более мелких таймфреймах, крупные таймфреймы без изменений. Вот если бы не заседание ФРС, я, возможно, даже бы уже в лонг здесь зашел. Но пока предпочитаю подождать и посмотреть, как будет реагировать цена на их заявление. А так рост выглядит достаточно неплохо. Почему еще я не захожу прямо сейчас? Потому что вот на том же часовике уперлись в скользящую среднюю 200-ку, имеем дивергенцию на индикаторе и на объемах, и вполне возможно это все могут слить еще вниз. Если это будет происходить в рамках коррекции, то очевидно здесь импульс, коррекция и еще одно движение наверх. Движение еще может быть продолжено, здесь еще есть куда идти, судя по расчетной зоне. Можем даже ложно пробить этот уровень, сформированный скользящей средней, но пока буду дожидаться, что же у нас скажут по поводу процентной ставки. И после этого приму решение, входить ли в рынок, либо еще подождать. Пока движение не очень сильное, и оно может достаточно хорошо скорректироваться. Глобально по биткоину настроен на рост. Локально здесь слишком много противоречивых факторов. Благодарю, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли. Счастливо.